Ребята, а мы сегодня снимаем в Белорусском государственном цирке, и нам даже разрешили поприсутствовать на репетиции собачек. Они сейчас придут сюда. Лилия, здравствуйте. Для нас большая честь быть сегодня здесь. Скажите, пожалуйста, а как вы их всех различаете? Смотри, вот Йоко, он самый крупный. Ты его сразу легко узнаешь среди всех. Это Рики. Второй по размеру. Вот это Африк. У него, видишь, мордочка полностью, ну вот тут вот нету масочки. Вот у всех есть белая масочка, да, белая такая полосочка между черными ушками, да. А у него ее нету практически, вся голова черная. Вот это Африк. И самый маленький Джоджо. Его можно по мордочке узнать. Он вообще, он самый маленький. Видно сразу, что вот он самый маленький. Они вообще все братья. Да? Да. Рики, Круто. Рики, иди на место. Вот так вот. А сначала кажется, что все одинаковые, да? Да. А сейчас видишь уже, что разные? Да, сейчас вот когда вы рассказали, стало понятно, что все разные. А что значит быть дрессировщиком цирка? Обычные люди, как все. А вы только с этими собачками работаете или с другими тоже? Нет, у меня еще есть собачки. Это молодые, они еще учатся, они еще не работают в манеже как артисты. Они еще пока только учатся. У меня есть мои рабочие собаки, которые выступают. Им уже по 10 лет, они уже такие старенькие, можно сказать. Йоко, место иди. Хочешь подержать? А можно? Можно. Спасибо. Ой, какой хороший. А как становятся такими артистами? Ну, покупаю в основном. Вообще у меня, вот которые мой состав перед этим, они все мои щенки, то есть они у моей собаки родились и холющие. Здорово. Вот, а этих я купила. Ну, не я купила, это цирк мне купил. Этих собачек. А где учатся на дрессировщика? Есть какие-то курсы, наверное, сейчас всякие, но я не училась на дрессировщика, я как-то вот книжки читала по общей дрессировке, а так вот больше на интуиции, как бы на общении с ними. Собачек же не сильно сложно дрессировать, это же из животных самый простой вид дрессировки способных. Иди, Михалюси, на, держи. Они так суетятся, потому что хотят вкусняшку? Нет, вот он просто, они вообще не суетятся, они новые люди в манеже, вот они как бы возбуждены, то, что столько новых людей, их снимают, вот тут вот ты стоишь рядом, они не привыкли к такому. А Африк, он все время вот так пританцовывает, это у него какая-то врожденная такая черта, вот он так топчется, как будто как танцует, да, смотри, как будто чечетку, ну-ка, топчись. Ой, видишь, как красиво. Мы даже думаем это как-то использовать, его эту способность, индивидуальность, как-то использовать, может быть, барабан купим и будет барабанить так или... Ну вот я стараюсь всегда смотреть на способности, на какие-то индивидуальности собаки и использовать это в дрессировке. Вон, видишь, это вот чисто его. Я этому его не учила, вот он вот так вот топчется, мне нравится. Я просто за это хвалю. Топчись. Ой, молодец. А сколько они уже знают команд? Ну, они уже почти все, что им надо знать, они уже, в принципе, знают. Но мы сейчас еще больше отрабатываем на четкость исполнения. Они, в принципе, уже все делают, что будет потом в работе. Но делают еще это не очень четко. Знаешь, вот все-таки в работе, когда в манеже собака выступает перед зрителями, там не должно быть такого, что я вот показываю ей там мяском, куда перепрыгнуть. То есть собачка должна на какие-то мини-движения мои делать трюк. У них еще пока это не отработано до такого четкости, до такой
автоматизма. Они обязательно должны получать вкусняшку за каждое выполнение трюка? Да. Ну, я так дрессирую. Есть дрессировщики, которые используют поощрение, игрушки там кидают, я видела. Когда мы снимали в конном манеже, то для лошадок вкусняшки назывались лахардики, а здесь как? Прикормка. Собачки бывают на улице или все время только в цирке? Место Йока. Ну, конечно, они гуляют на улице. Йока, место. Обязательно, каждый день. За территорию цирка мы, конечно, никуда не ходим. У нас есть большая поляна во дворе цирка, мы там гуляем. Обязательно лизаки. Да, они ласковые, хорошие собачки. Вот у нас больше вот эта дисциплина, чтобы сидели на месте, не бегали. Ну, вообще номер в среднем длится 5-7 минут всех артистов. Ну, если аттракцион, там уже 15, 20, полчаса, может быть. Вообще номер должен длиться 5-7 минут. Молодцы. А вот выступление в цирке, это же много света, звука, людей. А как их приучают к этому? Ну вот постепенно приучают. Делаем сначала репетиции. Когда уже номер готов, делаем репетиции. Просим своих сесть в зале, похлопать. Сначала идут репетиции же, все равно в программу так резко они вставляют. Есть репетиции еще со звуком, со светом. Ну вот потихонечку привыкают. Ну вот и тут же вот мы репетируем, все ходят вокруг. Они привыкают, постепенно привыкают ко всему этому. Когда я была Место на школьной Йока. сцене, мне тоже было очень приятно, когда бабушка была в зале. А как такие артисты путешествуют? На машинах. Ну, перевозят машинами животных из города в город. Вау, сколько же они уже умеют, какие молодцы. Скоро ли они будут выступать? Ну, наверное, планируем летом. А как будет называться их номер? Ну, пока что репетиционный вариант дама сдавала в багаж. А там будет видно. Все меняется, бывает по ходу подготовки номера, бывает приходят новые идеи и может все поменяться. Поэтому не знаю, через полгодика увидим. Лилия, спасибо вам большое, что разрешили сегодня посмотреть на вашу репетицию. Мы видим, что это большой труд и что это очень весело. Мы обязательно будем следить за афишей и придем на премьеру. Приходи. Я думала, что с моим диабетом мне будет трудновато, но поняла, что в любом деле нужно прилагать огромный труд. И цирк этому очень хороший пример. Когда мы смотрим на представление, нам кажется, что все легко и просто, но на самом деле это огромный труд и людей, и животных. Здравствуй, Арина. Я Туманова Анастасия Николаевна, экскурсовод цирка. Здорово. А что вы нам расскажете? Мы сейчас находимся в музее Белорусского государственного цирка. Ну, наверное, нужно начать с самого начала. Пойдем, пожалуйста, туда, я тебе кое-что покажу. Вот, посмотри, пожалуйста, какая интересная фотография. Вот так цирк выглядел до этого. Вот тебе нравится сейчас наш цирк?
Да, очень. Большой, красивый. А раньше какой был, да, посмотри, это полустационар. Находился он в парке Горького, и он был на 1200 мест зрительских. Минский цирк всегда любили. Зритель всегда очень охотно ходил в цирк, посещал все спектакли, принимал радушно гостей, артистов. Так что в Минске цирк ценили всегда. А посмотри, пожалуйста, когда открылся уже вот этот наш цирк, да, большой, красивый, вот этот стенд, это артисты самой первой программы, да. Правда интересно смотреть, как они были костюмированы, номера, какой реквизит был, да. Это 64 года назад происходило у нас в манеже. Можешь себе представить? Старинные афиши тоже, как любопытно. Такой старинный наш уголочек. Вот. Ну, перейдем дальше. Вот так вот цирк, смотри, строился. Видишь, вот это в день открытия. Это в день открытия. И что любопытно, посмотри, на самом куполе нету еще фонтанчика. Сейчас мы смотрим на цирк, когда там красивый такой на самом верху светящийся фонтанчик. Да. А вот в первый день открытия, видишь, его не было. Его достроили только через 2 года после открытия. Вот такую красоту. Вот, тоже первый коллектив нашего цирка. Тоже так артисты все, видишь, как знаменитые артисты прошлого, династийные артисты, Милаевы. Это все такие имена, которые в мире цирка, можно сказать, гремели. Смотри, Ариночка, это закладка первых этажей цирка, даже, можно сказать, цокольный этаж. Вот эти 2 фотографии, любопытно. Видишь группу людей, да? Да. Да, это не то, что строители, да, это видные деятели искусств Беларуси вообще. Это такая группа, которая, как говорится, присутствовала на закладке нашего цирка. И вот в первых рядах Лариса Помпеевна Александровская. Считается, что благодаря ей цирк именно стоит на том месте, где он сейчас стоит. Вот такая вот интересная история. Она была примадонна театра оперы и балета. Вот, и вот, там такая вот история была, что цирк хотели на самом деле не в том месте построить, где он сейчас стоит. Вот. И вот собрала всех деятелей искусств и подписали, что цирк пускай стоит в центре города. Ариночка, а ты заметила, какие костюмы, да, вот в прошлом были у артистов, да? Да. Где-то даже такие, на современный взгляд и смешные, да, такие пышные какие-то. Вот, мода тогда была такая. А сейчас, смотри, моя дорогая, какие прекрасные костюмы шьют для артистов. Вот это костюм артистов балета. Балеринки у нас худенькие, да, стройные девушки. Но вот такую конструкцию носить на себе грациозно, элегантно, да, очень красиво. Тут еще подсветка есть такая, что вот это все камни светятся. То есть, видишь, одевается как рюкзачок на спину, и за тобой такие огромные перья. Красивый костюм? Очень. Мне тоже очень нравится. А мы недавно снимали в оперном театре и были в цеху, где шьют костюмы для балерин. И там они были намного легче и меньше. А почему в цирке они такие массивные? Потому что в цирке, Ариночка, другая специфика. Представь, балерины, они в цирке выходят несколько раз за спектакль, и то есть у них короткие выходы, и они должны блеснуть, как звезды, да, каждый костюм отличается от другого, один выход от другого. То есть это и карнавал в Рио, это и какие-то могут быть обтягивающие костюмы космические, это вот любые, на любой вкус. Вот. Массивные, наверное, чтобы из самого дальнего ряда было очень хорошо видно, зрелищно и ярко. И какие они прекрасные, да? Перья всегда создают такое движение, вот, и оно создает такой праздничный настрой, верно? Да. А ссылочку, ребята, про наши съемки в оперном вот здесь. Ну что дальше? В конюшню, наверное, да? Да-да-да. Пойдем. Вот это покрытие
называется сходни. Вот по этим переходам передвигаются животные со своими дрессировщиками с этажа на этаж. Такие наклонные горочки вверх и вниз. Вот, смотри, кто нас встречает. Так, талант. Привет, талантливый конь. Смотри, его можно погладить, вот так он любит. Это конь из номера джигитов. Джигиты – это акробаты на лошадях под руководством Руслана Лазарова. Это конь тракиненская порода. То есть эти лошади должны быть быстрыми, выносливыми. Вот такой вот он соответствует всем параметрам. Ой, красавчик, Бэмбичка. Иди сюда, малыш. Иди сюда, пугливый малыш, маленький ламий малыш. Иди сюда. Вот он сначала так, он боится. Он сначала из-за решеточки на всех посмотрит, безопасно ли ему здесь. Вот, безопасно. Можешь его щечки вот так погладить пальчиком. Вот, не бойся вообще ничего. Он так привыкнет, понюхает тебя. Ага. А вот эта мама встает уже, Ганди. Ганди, привет, красоточка. Вот так, оп, ладошечку понюхала, познакомилась. У них так, понюхал, познакомился, все. А ты трусливо ушки прижал, иди сюда, ты тоже молодец. Иди сюда, ламий малыш. Так вот, ламы выступают с верблюдами. Это номер под руководством Сергея Лазарова. Вот, замечательный аттракцион, красивый. Сейчас мы с ламами уже познакомились. Пойдем на верблюдов посмотрим. Я уже видела одного сегодня, такой большой. Но ты видела приезжих. Это наши гости приехали. Замечательная династия Ташкенбаевых. А вот это номер нашего белорусского цирка Сергея Лазарова. Дрессировщик. Смотри, пожалуйста, какая там прекрасная девушка. Надо только заглянуть. Это несравненная Аиша. Девочка-верблюд. Бактрианский верблюд порода. Она к нам приехала маленькая из Средней Азии. И выросла уже у нас в цирке. Вот, а это Минск. Минск родился в наших конюшнях, то есть это совсем наш верблюдик. Вот, угловой вольер, вот туда, если посмотреть. Минск, привет, мой дорогой. Но он уже такой коричнево-черненький. Да, он немножечко другого цвета, он как бурый медвежоночек. Если Аиша светленькая, то Минск у нас такой уже северный паренек. Посмотри, кто здесь. Нас ждет Петенька. Петенька, красавчик, Питер. Ой, Питер. Вот. Ты такой красивый. Петя уже взрослый артист, он очень много умеет делать в манеже, а ему уже 20 лет, можешь представить? Это номер под руководством Сергея Простецова, тоже замечательный дрессировщик нашего цирка. А красивый какой хвостик и грива. Ой-ой-ой, а я знаю, что это такое. Это солярий для лошадей, да? Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Это такие специальные лампы, чтобы для лошадок скоростная сушка была. И если есть подтертости маленькие от седла, то есть под этой лампочкой быстрее заживляется все. Не надо мне есть. Гришенька. Вот есть лошадки, видно, кто привык общаться часто, да, вот с экскурсиями, а есть, которых редко открываем. Так они такие прям удивленные. Удивленные, Гришенька. Кто к тебе в гости пришел, да? Почему вы ко мне пришли, да? Скажите, пожалуйста, а вот мы сейчас побывали в конюшне, где все лошади, ламы и верблюды, а где тогда собачки и остальные животные? Очень хороший вопрос. А остальные животные, которые помельче, они находятся еще этажом ниже. То есть там есть, так сказать, помещения для обезьянок, для собачек, для кошечек и даже для крокодилов, если приезжают к нам на гастроли. Внизу самые маленькие животные, этаж с конюшнями, да, это 2-й уровень, и 3-й уровень около манежа самые крупные животные. Когда слоны приезжают, тигры, львы, бегемоты, ну, такие самые крупненькие. Бегемоты? Да, даже бегемотов дрессируют, представь себе. Я еще сегодня сомневалась, что кошек дрессируют, потому что они сложно поддаются, а тут бегемоты? Да.
Скажите, пожалуйста, а сколько всего примерно людей работает в цирке? Ну, я думаю, наверное, 250 человек. Ну, так это примерно. А ведь в цирке очень много профессий. Помимо артистов, оркестра, то есть музыкантов, да, то есть есть люди, которые должны свет подавать, да, в манеж, осветительные службы, электрики. То есть представляешь, сколько? Инженеры. И вот это все, то есть плюсуется, и такой большой получается штат, да, кто работает в цирке. Вот, Ариночка, мы сейчас находимся в основном манеже. Так артисты называют главное место цирка. Именно здесь проходят все спектакли, да, главный манеж арена. А сейчас цирк такой притихший, как будто бы дремлет. И только тихонечко внизу в манеже идет репетиция, жонглеры. Программа весеннего сезона называется «В ритмах Африки». Так что добро пожаловать! А расскажите, пожалуйста, об устройстве манежа и вообще всего цирка. Как это работает? С удовольствием. Дело в том, что в цирке сейчас 5 манежей. Зритель видит всегда только один на поверхности, но под цирком в глубине на подземных этажах еще находятся 3 манежа. Это вот в этом месте. То есть помимо резинового покрытия есть еще покрытие самосветящееся, подсветка изнутри, паркетное и деревянный настил. Это когда к нам приезжает цирк на льду и цирк на воде. Практически наш цирк может принять любую программу, любой сложности. 1650 мест. Большая вместимость на каждом спектакле. Давай поднимем взгляд на купол. Большая высота. 23,5 метра. И там уже царство воздушной гимнастики. Каких только аттракционов воздушных не приезжает в Минский цирк. Тоже все могут разместиться, как говорится, установить свою аппаратуру. Вот. И сам купол, что интересно, он 42 метра в диаметре, но он нигде не поддерживается вспомогательными колоннами. Вот где мы сейчас стоим, в других цирках обычно в этом месте идет колонна в купол, чтобы поддержать вот эту тяжесть, да, распределить. Вот. А у нас их нету. Нету слепых зон, то есть отовсюду хорошо очень видно. Вы упомянули про цирк на льду. А как это вообще возможно? Вы заливаете здесь каток? Ты знаешь, очень интересный вопрос, и про каток ты права. Как раз для этого служит 4-й манеж. Мы его достаем из-под земли, и что происходит? Вот, допустим, мы ждем, к нам едет цирк на льду. Но до того, как приезжают артисты, сначала появляются инженеры техники этого коллектива. Они устанавливают на манеже такие трубочки, специально укладывают на весь манеж. Потом подключают морозильную установку. Течет замораживающая жидкость. И на морозка идет вода. Действительно, водой заливают, и пока намораживается лед до 10, до 15 сантиметров. И только тогда уже приезжают артисты и выступают в Минске уже на готовом катке. Это здорово и очень интересно. Согласна. Хочу сказать большое спасибо вам и всем, кто работает в Белорусском государственном цирке, за эту невероятную экскурсию и за возможность быть сегодня здесь. Пожалуйста, Ариночка, приходите в цирк на спектакли наши. Получите массу удовольствия, потому что цирк знает, как удивить, как поразить и как восхитить своего зрителя. Спасибо большое, обязательно придем.
что мои у меня их сказки в цирке и представления в оперном театре, кажется, что все легко и просто, но сколько нужно труда, упорства и любви, чтобы сделать такое волшебство. Чудеса возможны. Любите себя, не сдавайтесь и подписывайтесь на Диадетку. Пока!